Всех приветствую. Обзор-анализ прогноз криптовалют. Джером Пауэлл, как и ожидалось, повысил процентную ставку ФРС США на 50 базисных пунктов. Теперь процент равен 4,5. Мы увидели хорошую волатильность, но сегодня также есть на что посмотреть. В 16:30 будут представлены несколько интересных показателей. Базовый индекс цен розничных продаж, число первичных заявок на пособие по безработице, индекс производственной активности и объем розничных продаж. Также в 16:30 по Москве велика вероятность, что волатильность у нас локально может быть повышена. Что же для себя можно взять после того, как мы вчера получили информацию от ФРС и ФОМЦ? Теперь мы знаем, что на 2023 год потолок ставки рассчитан как 5,1%. Все время он повышается, до этого был 4,8 примерно, 4,7, сейчас выше 5. Рассчитывают и в следующем году также повышать ставку. Вот так распределились голоса, и видим, что в 2024 году уже намечается понижение. Если в 2023 это 5,1, то в 2024 это чуть больше 4, а вот далее в 2025 и дальше уже показатели разнятся. Что в принципе логично, невозможно предугадать, что будет через 3-4 года. Хочу порекомендовать вам международную криптовалютную биржу BitGet, которая успешно работает уже с 2018 года. BitGet входит в топ лучших бирж мира по объему торгов деривативами по версии CoinMarketCap и CoinGecko. Биржа не поддерживает дискриминацию по национальному признаку и не накладывает ограничений только из-за факта проживания в той или иной стране, в том числе России и Беларуси. К тому же для торговли на споте и фьючах не нужно проходить процедуру KYC и подтверждать свою личность документами. Что касается торговли криптой, то на бирже есть несколько различных способов. Маржинальная торговля фьючерсами с расчетом в USDT, USDC, либо биткоине, эфириуме и рипле в качестве универсальной маржи. Есть классическая торговля на споте, но без комиссии. Есть сеточная торговля. Торговый бот будет 24/7 совершать сделки по заранее настроенному алгоритму, автоматически открывая позиции и фиксируя прибыль на малейших движениях рынка. Также есть копи-трейдинг. Можно просматривать статистику трейдеров, выбрать наиболее прибыльного и стабильного и подписаться на автоматическое повторение его сделок. Либо можно самому стать трейдером, на которого будут подписываться и дополнительно зарабатывать еще и на этом. Если же вы еще новичок, то можно начать торговать в разделе демо-трейдинг, не рискуя своими средствами, а используя демо-фьючерсы. Свою же крипту можно направить, например, в стейкинг, который будет приносить до 20% годовых пассивного дохода. Также на BitGet есть P2P площадка для удобного пополнения и вывода средств с помощью банковских карт без комиссии. Для тех, кто хочет максимально выгодно начать торговлю на бирже BitGet, в описании к видео есть ссылка, дающая кэшбэк в 20% на торговую комиссию. Регистрацией по ссылке вы также поддерживаете и мой канал, поэтому заранее благодарю. Регистрируйтесь по ссылке в описании и торгуйте на бирже BitGet. Но можно, например, изучить исторические данные. Вот, например, здесь представлено, на каких уровнях находилась процентная ставка ФРС и на каких уровнях в это время был индекс потребительских цен, когда эту ставку прекращали поднимать. И всякий раз мы видим 74, 81, 84, 89, 95, 2000, 2006 и 2018 года прекращение поднятия процентной ставки было тогда, когда она превышала индекс потребительских цен. Сейчас же у нас такого пока нет. Индекс потребительских цен 7,1, его мы узнали буквально вчера, вот он, 7,1. При прогнозе в 7,3, предыдущий был 7,7, во вторник мы увидели данные уже 7,1. Поэтому что можно ожидать? Дальше данный столбец будет падать, а процентная ставка расти. И когда мы поравняемся и процентная ставка будет выше, вот уже можно будет задумываться об ее остановке. В прошлый раз, например, в 2018 году практически сразу остановили повышение ставки. Индекс был 2,2 и ставку остановили на 2,5. Но это не всегда так происходило. Можно сказать, это даже такой исключительный вариант. Например, в 1981 году ставку задрали в 2 раза выше, чем индекс. На данный момент к нам больше всего применима ситуация 2006 года. Если сейчас ожидается потолок примерно в 5,1, вот, например, в шестом как раз таки остановились на 5,3, в этот момент индекс потребительских цен был равен 4,2. Вот таких показателей примерно и стоит ожидать. Но уже неплохо, два этих показателя двигаются друг к другу, поэтому Джером Пауэлл вчера так сказать, голубино озвучивал свою позицию. То есть повышение будет, но будем смотреть на поступающую информацию и, исходя из этого, решать, насколько
и повышать ли ставку ФРС. Теперь давайте посмотрим, что произошло с шортами, когда у нас был локальный рост. Шорты также у нас не продемонстрировали ничего выдающегося, больших стоп-лоссов мы не собрали. А что касательно лонгов, здесь и говорить не о чем. Нужно пролиться пониже для того, чтобы протестировать зоны стопов и посмотреть, сколько же там удастся собрать ликвидности. К сегодняшнему видео я нашел две интересных метрики. Одна из них это то, что близится у нас сильное движение. Нельзя с уверенностью сказать наверх или вниз, но вот это волатильность. Она приблизилась к историческим минимумам. Такая низкая волатильность у нас была раз, два, три, ну можно здесь еще подтянуть 4 и все. И сейчас также приблизились к данным значениям. В 2018 году после такой низкой волатильности мы увидели сильное движение вниз, в 2019 же сильное движение наверх, в 2020 также наверх, 2 раза причем наверх. Поэтому велика вероятность, что и сейчас мы пойдем наверх. Но держим в голове ситуацию 2018 года, когда биткоин упал в цене в 2 раза, с 6 до 3000. Я же верю больше в то, что мы пойдем наверх. К тому же это совпадает с моим прогнозом, который я озвучивал в предыдущих видео, и также посмотрим в конце ролика на графике биткоина. Здесь нам напоминают, что халвинг приближается, и мы находимся в той точке, откуда уже может начаться рост. То есть вот у нас халвинги, халвинг 1, халвинг 2, 3 и 4 нас ожидает в 2024 году. После начала халвинга, после того, как мы проходим 65% пути до следующего халвинга, у нас начинается рост наверх. В 2015 году впервые это случилось. После второго халвинга прошло 65%. В 2018 году мы пошли наверх. В 2020 году аналогичная ситуация. Случился халвинг, прошло 65% от этого. И сейчас мы находимся предположительно на дне рынка. И плюс-минус текущих уровней можно рассчитывать на дальнейший рост, который нам покажет новые хаи. Метрика, за которой я постоянно слежу, здесь у нас отображается, как закрываются трейдеры в плюс либо в минус. Столбцы вниз показывают нам, что трейдеры закрываются себе в убыток. Красные столбцы наверх показывают, что фиксируется профит. На данный момент, как мы уже видели, у нас рекорд по фиксации в минус. Плюс мы видим, что даже на росте, который показывает сейчас биткоин, многие продолжают просто закрываться в минус. Они думают, да, это минус, но ожидают движения еще ниже и хотят хоть что-то забрать в надежде откупиться пониже. Как всегда смотрим, когда было такое же. Например, пики у нас были на коронадампе, но ситуация не похожа. Самая близкая ситуация это как раз таки опять 2018 год. Тогда также мы показали достаточно сильные продажи в минус, демонстрировали рост цены, но при этом люди продолжали закрываться в минус. И продолжалось это достаточно долго. Многие не верили в то, что мы все-таки развернулись. И хорошо, что не верили, цена пошла наверх. Теперь посмотрим новости. Власти Багам узнали о возможном мошенничестве со стороны FTX еще в ноябре. Глава подразделения FTX на Багамских островах Райан Салме предупредил местного регулятора о потенциальном мошенничестве криптовалютной биржи за 2 дня до подачи заявления о банкротстве. 9 ноября Салме сообщил комиссии по ценным бумагам, что FTX отправляет средства клиентов, аффилированной фирме Alameda Research, для покрытия ее финансовых потерь. По его словам, такие транзакции могли санкционировать только 3 человека. Сэм Бэнкман-Фрид, которого сейчас таскают по судам за его кудрявую голову. Также это мог сделать Гэри Вэн и технический директор Нишат Сингх. Салеми также ответил, что подобные переводы не разрешены и могут быть незаконным присвоением, кражей, мошенничеством или каким-либо другим правонарушением. Видимо, хочет отвести от себя какие-то подозрения и говорит: а я вам говорил, я вас предупреждал, я в этом не участвую. Но сейчас, я думаю, не только он, но и другие появятся такие же, кто будет свидетельствовать против Сэма. И я считаю, что заслуженно он должен понести свое наказание. Фат-новости против Binance продолжаются. На этот раз сенатор США заявил о связях Binance с коммунистической партией Китая. В этой статье он говорит, что Китай чуть ли не хочет захватить весь мир, Binance интегрируется во все страны, во все экономики и хочет помочь Китаю в своих глобальных политических планах. Однако Чан Пенджао не так давно говорил и заявлял, опровергал тот факт, что он якобы китаец, и Binance является китайской биржей. И также CZ Binance предположил, что многие считают Binance китайской биржей, потому что Чан Пенджао, то есть он сам, похож на китайца. Но это не так. Чан Пенджао гражданин Канады. Другие представители Binance также отрицают свою связь с Китаем. И вот заявляют, Binance не является китайской компанией и даже не ведет бизнес в Китае.
Binance – международная компания с крупными офисами в Париже и Дубае, работающая в десятках стран мира. Заявлять, конечно, можно что угодно, верить ему или нет – дело каждого. Я думаю, правда в том, что Binance действительно зарегистрирована где-то не в Китае, а на каких-нибудь островах. А вот по факту, ведет ли Binance свою деятельность в пользу коммунистической партии, здесь, я думаю, доподлинно никто не скажет. В MetaMask интегрируют покупку криптовалюты через приложение PayPal. Недавно была уже новость о MetaMask, они сливают данные, я этим кошельком не пользуюсь. К тому же интеграция PayPal также достаточно сомнительна, с учетом того, что они предлагают покупать всего лишь только эфириум. Зачем? Почему не биткоин? Кому в принципе плевать на KYC и на то, что его персональная информация может куда-то уйти, о ней может стать известно, то, пожалуйста, можете пользоваться, но я прохожу мимо кошелька MetaMask. И небольшой апдейт по законодательству криптовалют в России. В Госдуме поддержали законопроект о майнинге. Он прошел первое чтение и отправился дальше по цепочке дальнейшей легализации майнинга в России. Рассмотрение документов в Нижней палате парламента ожидается на следующей неделе. Если так пойдет и дальше, то до конца года вполне могут уже принять этот закон. Посмотрим, что у нас происходит на графике биткоина сегодня. Вчера я предполагал, что нам не хватает еще одной волны наверх в отмеченную зону. Мы ее показали. Тем самым мои предположения подтвердились, и это могла быть уже финальная точка восходящего движения, после которого может начаться движение вниз. Вниз мы уже движение показали. Давайте теперь посмотрим, что у нас это на более масштабной такой, на более старшей структуре. Судя по всему, АБЦ здесь уже сложно как-то натянуть. Давайте его уберем. Здесь дальше предполагаю я, что это все-таки пошли мы по сценарию импульса. Если мы отрисовали уже раз, два, три, 4, 5 волн, то это полноценная волна старшего порядка. И все это можно обозначить как волну 1, 2 и далее 3, 4, 5. Зону отработанную я убираю. И давайте посмотрим, куда мы можем показать снижение, если оно будет развиваться и дальше. Оптимальная зона коррекции у нас начинается с уровня 17300. Это совпадает вот с этой проторговкой. Нижняя грань совпадает с пиком волны 1. Давайте этот уровень уберу, он уже не актуален. Здесь можем мы идти даже ниже него. Данную зону я отметил как оптимальную, но стоит сказать, что мое предположение будет нарушено, если мы пробьем вот этот лой. Пойдем ниже 15450 примерно, 15450. Ну, в общем, когда мы обновим лой, это уже не может являться волной 2. До тех пор движение все же может считаться волной 2. И шанс на то, что пойти в волну 3, он будет оставаться. Будем продолжать следить за движением в волне 2, чтобы как-то разметить структуру. Но предположительно вот он уровень, куда коррекция у нас может прийти. Напомню, что я здесь отмечаю не временные какие-то рамки. Тайминги я здесь не учитываю, здесь только ценовые уровни. То есть мы можем прийти хоть сейчас упасть вниз, а можем прийти на следующий год, эту волну 2 растянуть. Здесь с учетом только цены. Посмотрим, что произошло у нас на эфириуме. Здесь также все неплохо выглядит. Похоже это на завершенную структуру восходящую. Отработали мы отмеченные зоны. Удалю подволны. И если структура в 5 волн у нас завершена, то это также может стать полноценным импульсом, после которого может быть коррекция и дальше развитие импульса более старшего порядка. Напомню, что здесь ситуация немного другая. Например, на 4 часах мы видим, если биткоин у нас обновлял лой, то здесь на эфириуме лой не был обновлен, он у нас находится намного ниже. Если сейчас мы отрисовали здесь волну 1, то в биткоине это только начало после предполагаемого разворота, а в эфириуме это уже может быть началом третьей волны в структуре старшего порядка. Ну давайте отметим здесь оптимальную зону для коррекции в эфириуме. Она начинается на уровне 1250 примерно, то есть также уровень вот этой проторговки. Спускаемся, смотрим, как ведет себя здесь цена и уже рассматриваем варианты для того, чтобы пойти выше. Посмотрю еще два альткоина. Trust Wallet токен, который на слуху на дневке. У нас здесь произошло, как развивается движение. Предполагалось, что мы отобьемся от предыдущего пика, так и случилось. Расчетная зона на $2. Пока мы сюда не пришли, в любом случае у нас данное нисходящее движение отработало, пошли как надо. Целевую зону пока не зацепили, что у нас на 4 часах. Движение имеет импульсный характер, но не пробивает здесь, не закрепляется ниже 200-ки, скользящей средней. Как выглядит у нас движение на часовике? Получили здесь дивергенцию. Объемов пока нет. Ну, в общем, менять я здесь ничего не буду. Думаю, что у нас вполне вероятно нисходящее движение еще продолжится, и мы дойдем все-таки до отмеченной зоны.
либо до хотя бы верхней грани этой зоны. Тонкоин еще хочу посмотреть, но здесь есть небольшая загвоздка. Например, на одной бирже мы видим резкий большой рост объемов. Давайте посмотрим на дневке. Большой рост объемов. На другой бирже объемы еле-еле перебивают средние показатели. На следующей бирже, на Huobi, мы видим вообще манипуляцию. То есть вот здесь у нас сильно начали расти объемы, тогда, когда еще роста не было. То есть кто-то здесь набрал хорошенечко нужных себе монеток и сейчас пошел раздавать. Посмотрим на CoinMarketCap, где тон у нас торгуется больше всего. Наибольший объем в процентах был зафиксирован на бирже OKX, более 25% там торгуется QSDT. Ну, кстати, недалеко у нас и какая-то ноунейм биржа. Ну, давайте посмотрим на Кексе. Здесь просматривается противоречие. Если по движению здесь похоже на 1, 2, 3, 4, 5, то объемы это не особо подтверждают. Вот эти последние все ломают. Ну, давайте будем основываться только на движении цены, например. Здесь у нас в четвертой волне движение очень похоже на треугольник А, Б, С, Д, Е, после которого идет завершающая волна, то есть это подтверждение того, что данная волна может быть пятеркой, после чего мы пойдем вниз, и если весь этот импульс у нас отработал, то он может быть размечен как полноценный импульс старшего порядка, и значит у нас может быть коррекция в волне 2. Расчетная зона, оптимальная зона для коррекции волны 2 находится у нас вот здесь, верхняя грань на уровне 2.1 примерно, и также совпадает вот здесь с уровнем сопротивления, с уровнем поддержки, от которого несколько раз тон уже отскакивал и который в последним нашим движением все-таки пробил. Это выглядит логичным, то есть мы пробили сильный уровень, тестируем его сверху и отправляемся дальше наверх. На данный момент движение просматривается именно так, то есть сейчас мы должны разгрузить как индикаторы, так и высадить здесь пассажиров, протестировать уровень поддержки теперь и отправиться дальше выше. Можно предположить, куда мы направимся. Цель волны 3 у нас находится на уровне примерно в 5 баксов. Это если у нас коррекция в волне 2 уйдет не ниже вот этой линии, вот этого уровня поддержки. Если же пойдем ниже, то, естественно, зона также будет снижаться. Пока монета тон выглядит для меня вот так. Еще раз скажу, с учетом, если мы завершили рост в волне 5, волны 1. На этом сегодня все. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на Telegram, регистрируйтесь по ссылке в описании на бирже BitGet. Всем удачной торговли и счастливо!